Приветствую, друзья! Припять, второй микрорайон. В принципе, все как обещал. Начинаем нашу волшебную прогулку, однако есть два маленьких нюанса. Во-первых, второй микрорайон, он, наверное, самый заросший из всех. А во-вторых, вчера был лютый дождь. И я, конечно, буду стараться посетить все места, которые я хотел бы посетить во втором микрорайоне, но это будет сопряжено с некоторыми трудностями. Поэтому, если я в конце видео буду весь насквозь мокрый, вот, уже извиняйте. Все ради искусства. Что на самом деле? Все будет хорошо. Идем гулять. Идем сейчас мы по улице Лесі Українки. Такой момент. После прошлого видео мне один из моих друзей написал, что типа Игорек, что не показал мозаику на магазинах в первом микрорайоне. В магазинах Колосок, Ручеек и Мясо, Рыба, Овощи. Полностью согласен. Ярик, тебе приветище. Хотел исправиться сегодня, но опять-таки к ним достаточно непросто подлезть. Там все очень заросшее и все очень мокрое. Поэтому я обязательно их покажу. Обязательно покажу их. Думаю, что в следующем видео, когда я буду снимать 4-й микрорайон. Такие дела. В принципе, я думаю, для вступления хватит. Идем гулять. Итак, друзья, побродив по джунглям второго микрорайона, мы подходим к первой цели нашего путешествия – магазину овощи. Находится он по адресу улица Лесі Українки, 12, и находится он напротив действующей водофильтрационной станции. Состояние его сейчас уже вот такое. Я думаю, говорить здесь особо ничего не нужно, но это в принципе и не удивительно. Кстати, посмотрите на это фото. Я взял его из ЖЖ Александра Постоловского. Сделано оно в 2015 году. И посмотрите, какая разница между растительностью тогда и сейчас. Сейчас даже надписи овощи и то разглядеть уже практически невозможно. Такой момент. Зайти во второй микрорайон вовнутрь со стороны улицы Лесі Українки весьма проблематичное занятие, потому что он очень сильно зарос. Мы решили обойти второй микрорайон и зайти вовнутрь уже со стороны улицы Курчатова. То есть мы практически по Курчатова дойдем чуть ли не до центральной площади, но чуть раньше мы свернем во дворы. Идем дальше. Еще одно волшебное здание. Оно как бы ко второму микрорайону и не относится, если уж брать совсем формально. Ну, если посмотреть просто, повернуться на 180 градусов. Вот он как раз второй микрорайон. Это получается угловой дом на улице Курчатова. А это доблестное отделение милиции. О чем говорит нам вот эта надпись. Угол Лесі Українки и Курчатова. То есть то, что вы видите прямо перед собой, это уже 3-й микрорайон. То есть тема для отдельного видео. Но мы поворачиваем на Курчатова и будем идти по этой улице в сторону центральной площади, которая также тема для еще одного отдельного видео.
Вот так выглядит улица Курчатова. Идем по ней, и наша следующая точка, наверное, будет Мавзолей и кладбище Телевизор. Да, не дошли мы немножко до Мавзолея, потому что вторая школа. Честно говоря, когда я говорил о маршруте, я про нее наглухо забыл. Чем мне нравится вторая школа? В первую очередь тем, что это достаточно небаянное место. Оно редко посещаемое, сюда мало кто ходит, и благодаря этому оно достаточно неплохо сохранилось. Если сравнивать вторую школу и третью, которая является просто проходным двором, то вторая школа в принципе никем не посещаемое место. И в отличие от первой школы, которую я показывал в прошлом видео про Припять, здание второй школы можно назвать идеальным. Единственная вещь, которая смущает меня достаточно сильно, это мозаичная плитка на внешней облицовке. Весьма нестандартное, нетривиальное решение, обычно используется крупная плитка, здесь же заморочились и облицовывали все здание школы мозаичной плиткой. Честно говоря, плохо себе представляю вообще объем работ, который был здесь выполнен, но выглядит это все достаточно симпатично. Прогуляемся немножко вокруг второй школы и пойдем дальше. Ну что, вот мы и добрались до Мавзолея. На самом деле Мавзолей это не то, что вы могли подумать, а Мавзолей это весьма очаровательное название ликероводочного магазина в Припяти. Хотя на самом деле магазин здесь не один, здесь целый комплекс из 3 небольших магазинов. Магазин ликероводочный, он же Мавзолей, магазин мебели и магазин хозтоваров, магазин бытовой электроники. Инвентарь ликероводочного Мавзолея, конечно же, до наших дней не дожил. На данный момент в нем можно найти немалое количество пианино, что наводит на мысль о том, что он использовался как склад уже после аварии. Магазин мебели изнутри пуст, а магазин электроники, бытовой техники, в нем до сих пор можно найти остовы телевизоров, стиральных машин, прочей техники. Более того, этот магазин известен в туристическо-сталкерской среде как кладбище телевизоров. То есть, если вам говорят о кладбище телевизоров, а вам говорят именно вот об этом месте. Идем чуть дальше, и буквально в 50 метрах наша следующая локация. Ну, первое это автоматы с газированной водой, которые видно с правой стороны. Это я к тому, что они сохранились не только возле речпорта, то есть в достаточно известной локации, но и здесь. А слева гастроном номер 14. Попадается иногда название центральный. Оно в принципе не удивительно, потому что гастроном этот был открыт в 1977 году, и на тот момент это был самый большой гастроном в городе Припять. Сейчас же внутри сохранилась какая-то часть торгового оборудования, даже кое-где остались целыми стекла. Покажу вам поближе бывший источник газировки. Вот в таком они нынче состоянии.
И здесь же на этом пятачке маленьким бонусом 2 телефонные будки. Итак, друзья, напоследок буквально несколько слов о детских садиках во втором микрорайоне. Всего их здесь 3: Золотой Петушок, Медвежонок и Дружба. Дружба интересен своей достаточно необычной архитектурой. Вот здесь на фото видно, как он выглядел до аварии, и можете сравнить с тем, как он выглядит сейчас. А детский сад Медвежонок я люблю, наверное, за то, что в него проще всего попасть, и мне очень нравится маленький артефакт, который можно найти на одной из веранд. Я не уверен точно, пусть знающие люди меня поправят, если я не прав, но по-моему это рама от мопеда Рига. Ну что, друзья, такая вот у нас получилась прогулка по второму микрорайону. Сейчас мы будем выходить в сторону улицы Ленина и идти уже на КПП к машине. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всего.